Добро пожаловать на канал «Это вкусно». Сегодня я собрала для вас два рецепта творожной запеканки. Первый – это знакомая с детства и проверенная временем творожная запеканка с изюмом. А вторая – это нежная и ароматная творожно-тыквенная запеканка с апельсиновой глазурью. Она необычайно красива в разрезе. Как чередовать слои в запеканке и как приготовить ароматную глазурь, я вам сейчас покажу, так что досмотрите видео до конца. Ну а чтобы не потерять этот рецепт, подписывайтесь на мой канал и нажмите на колокольчик, тогда вы точно не пропустите следующие видео. И конечно, я жду от вас комментариев и лайков. Для запеканки с изюмом мне понадобится 1 кг творога, 4 яйца, 200 г манки, 100 мл молока, 180 г сахара, 20 г сливочного масла для смазывания формы, 50 г изюма, ванилин или ванильный сахар. Чтобы приготовить запеканку правильно, нужно учесть несколько важных моментов. Творог я пробиваю блендером, чтобы масса получилась без комочков. Чем однороднее у вас будет творог, тем вкуснее получится запеканка. Отделяем белки от желтков. Белки отставляем на время в сторону и займемся желтками. Собьем их сахаром и ванилином до пышности. Вот такая масса должна получиться в итоге. Добавляем к желткам творог и опять хорошо взбиваем. Добавляя новый ингредиент, всегда хорошо взбивайте массу. Это важное условие воздушности запеканки. Добавляем манку и молоко и продолжаем взбивать. Масса взбилась, и теперь я добавлю изюм. Его я предварительно помыла холодной водой, залила кипятком и оставила на 10 минут. Затем слила воду и просушила. Все хорошо перемешиваем. Теперь дошла очередь до белков. Еще один совет. Взбейте белки до плотных пиков. Не поленитесь это сделать. Запеканка получится нежной и воздушной. Добавляем взбитые белки небольшими порциями к творожной массе и перемешиваем. Смотрите, какая воздушная масса получается в итоге. Возьмем форму для запекания. У меня это разъемная форма диаметром 24 см. Обернем ее бумагой для выпечки и смажем сливочным маслом. Выкладываем в форму творожную массу и оставляем минут на 40. За это время манка набухнет. И еще один совет. Если вы берете небольшое количество ингредиентов, то и форму берите меньшего диаметра, так как вместо высокой запеканки вы рискуете получить творожный блин. Разогреваем духовку до 180 градусов. Запекаем около часа, но ориентируйтесь на свою духовку. Готовность проверяем зубочисткой. Даем ей немного остыть и достаем из формы. Можете полить ее сметаной, добавить ягоды, шоколад или джем. Это уже зависит от ваших личных предпочтений, но она и так получается очень нежная и вкусная. Вот такая запеканка у нас получилась в итоге. В творожно-тыквенной запеканке у меня два слоя – творожный и тыквенный. Их я буду готовить по отдельности, и мне понадобится для творожного слоя 500 г творога, 100 г сахара, 20 г кукурузного крахмала, 2 яйца, ванилин или ванильный сахар и 50 или 100 мл молока при необходимости. Для тыквенного слоя 500 г тыквенного пюре, 50 г сахара, 20 г кукурузного крахмала, 2 яйца и цедра одного апельсина. Начну с того, что приготовлю тыквенное пюре. Его можно приготовить заранее. Готовится оно очень просто. Я взяла половинку тыквы, нарезаю ее на крупные куски прямо с кожурой. С
Вкладываю вот в такую алюминиевую форму. В ней очень удобно запекать овощи. Добавляю грамм 50 воды и накрываю все фольгой. Ставлю в нагретую до 200 градусов духовку примерно на 1 час. Вы можете нарезать тыкву маленькими кусочками, и она пропечется быстрее, но тогда вам нужно будет ее почистить. Кстати, запечь тыкву можно и в мультиварке. Прошел час, проверяю. Нож легко входит, значит тыква готова, можно доставать. Дам ей немного остыть. После этого отделяю ложкой мякоть от кожуры. Делается это элементарно. Пробиваю погружным блендером и отмеряю нужное количество. Оставшееся пюре можно заморозить. Натру цедру с одного апельсина. Переложу пюре в высокий ковш, чтобы удобнее было пробить все блендером. Добавляю цедру, яйца, сахар. Пробиваю все блендером. Затем добавлю крахмал и еще раз пробью, чтобы крахмал хорошо перемешался. Отставлю пюре в сторонку. Теперь творожный слой. Смешиваю сахар с ванильным сахаром и добавляю в творог. Далее отправляю к нему яйца и пробиваю все блендером. Смотрю на консистенцию творожной смеси. Если творог у вас более сухой, то на данном этапе лучше добавить немного молока, чтобы по густоте и тыквенная, и творожная смесь были примерно одинаковые. Тогда и слои в запеканке не будут перемешиваться. Так как густая и плотная смесь, как правило, опускается вниз, и красивые слои могут не получиться. У меня тыквенная смесь получилась более жидкой, поэтому я добавляю молоко к творогу. И на данном этапе всыпаю крахмал и хорошо пробью блендером. Теперь проверим смеси. Практически одинаковые, хотя творожная немного плотнее, но это уже не критично. Берем форму, в которой будем выпекать. Моя форма диаметром 23 см, но она не обязательно должна быть круглой. На дно я застелила пергамент, чтобы впоследствии не отломился никакой кусочек, так как запеканка получается очень нежной. Теперь выкладываем слои. Первый это творожный. Выкладываю 3 ложки смеси. Далее добавляю тыквенный слой. Старайтесь слои выкладывать в серединку и не спешите, чтобы смесь успевала немного распределяться, но не расправляйте ни ложкой, ни лопаточкой. Слои достаточно жидкие, и они прекрасно растекутся сами. Последним слоем у меня идет тыква. Так получается ярче. Теперь шпажкой можно пройтись от краев к центру, чтобы в середине получился рисунок. Вот примерно так. Уже сейчас это выглядит красиво, но я хочу добавить изюминку, а именно залить запеканку апельсиновой глазурью. Аромат и вкус получится просто великолепный, но заливать глазурью нужно в конце выпекания, поэтому я отправляю запеканку на 50 минут в разогретую до 180 градусов духовку, а сама займусь приготовлением глазури. Для нее мне понадобится 2 апельсина, 25 грамм сахара, 20 грамм кукурузного крахмала. С одного апельсина я снимала цедру. Теперь нужно срезать полностью всю кожуру до оранжевой мякоти.
А затем вырезать дольки без перепонок, чтобы была только мякоть апельсина. Можно, конечно, просто выдавить сок, но так будет больше мякоти и, на мой взгляд, вкуснее. Вот что у меня получилось. Перекладываю дольки в стакан, всыпаю сахар и крахмал. Пробиваю блендером. Не ждите, что глазурь будет ярко-оранжевого цвета, но такого молочного она точно не останется. Прошло 50 минут, запеканка сверху уже подсушилась. Теперь аккуратно залью ее глазурью. Сейчас можно сказать, что она закрывает всю красоту запеканки, но по мере приготовления она будет высушиваться и станет более прозрачной. Отправляю в духовку еще минут на 15. Через 15 минут проверяю готовность деревянной палочкой. Запеканка полностью готова. Даю ей минут 15 постоять в форме и затем достану. И вот что у меня получилось. Долго ждать не буду и разрежу ее. Посмотрите, какая красота! Яркая, ароматная, вкусная и очень легкая. Она понравится даже тем, кто не любит вкус тыквы, потому что здесь он не ярко выраженный. Именно поэтому я и решила делать ее с апельсиновой глазурью, которая, кстати, после выпекания стала практически прозрачной, так что очень рекомендую. Готовьте и не забывайте следить за нашими выпусками. Ну и, конечно, чтобы не пропустить новые вкусные рецепты, подписывайтесь на мой канал и поддержите меня лайком.